Пришло время сладенького. 3 причины не отказываться от сахара. Первая причина то, что ты слабовольное, бесхарактерное, бесхребетное существо, которое не способно взять под контроль свои привычки. Причина номер 2. Ты не хочешь иметь много сил, энергии и классного состояния для достижения своих целей. Причина номер 3. Тебе похер на то, как ты выглядишь и какие процессы происходят внутри тебя. А если ни одна из этих причин тебе не подходит и ты с ними не согласен, то посмотри это видео. Возможно, после него ты начнешь задумываться о том, что в тебя попадает и какие процессы происходят внутри организма. Это программа «Жить здорово». Всем привет, меня зовут Петров Александр, я лайф-коуч, ментор-наставник, помогаю людям достигать целей, ставить их правильно и получать высокие результаты во всех сферах жизни. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что я небольшой эксперт и специалист в области питания, и некоторые технические моменты я не смогу объяснить подробно. Но, в принципе, в этом видео у меня не стоит такой задачи. Сильное заявление. Сейчас я хочу поделиться своей историей и рассказать, как я пришел к тому, что отказался от сахара, а также какие изменения я ощутил на себе за это время. Вот с этого момента поподробнее. Сегодня уже месяц, как я не ем сахар. Но тут важно понимать, что от сахара я отказался не полностью и все-таки в той или иной форме его употребляю. Во-первых, это фрукты, которых на Бали благо достаточно. И в целом сами по себе фрукты, они не считаются такими вредными. Главное следить за тем, в какое время дня вы их принимаете. Потому что не рекомендуется их есть вечером, лучше в первой половине. Ну а во-вторых, как бы сильно вы не хотели отказаться от сахара, сделать это на 100% все равно не получится. Почему нет? Потому что так или иначе он есть абсолютно во всех продуктах. Чего, блядь? Начиная от соусов и заканчивая макаронами. И если ты начнешь за этим следить и читать этикетки в супермаркетах, то ты поймешь, о чем я говорю. Раньше я не уделял этому особого внимания и считал, что сахар, который я потребляю, это в основном печеньки, конфетки, шоколадки, мороженое. Но теперь я понимаю, что это только верхушка айсберга. Наверняка вы слышали про вред сахара и, быть может, даже интересовались этим вопросом. Немножечко к истории. История потребления сахара началась еще в древности, но его популярность в качестве массового продукта начала расти во время промышленной революции в 18 веке. Тогда же производство сахара стало более эффективным и доступным. В те времена сахар обычно использовался для консервации продуктов и приготовления сладостей. И вот с того времени потребление сахара только увеличилось. Примерно в 1970-х годах была проведена исследовательская работа, связывающая потребление сахара с возникновением ожирения и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако мощные производители сахаросодержащих продуктов, такие как Coca-Cola и Pepsi-Cola, начали лоббировать идею о том, что виной всему не сахар, а жиры и канцерогены. И действительно, многие люди стали считать, что проблема с их здоровьем возникает из-за лишнего потребления жира и канцерогенов, а вовсе не из-за сладкого. Однако в последнее время вопрос вреда сахара поднимается все больше и больше, и многие блогеры об этом начинают говорить. Сахар повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, метаболический синдром, повышает риск развития кариеса, приводит к старению кожи, образованию прыщей, также негативно влияет на мозговую деятельность, приводит к проблемам с памятью и концентрацией внимания. Сахар вытягивает вашу энергию, и при избыточном потреблении сахара вы чувствуете слабость, апатию, усталость. Также очень важно, сахар понижает ваш иммунитет. И это всего лишь малая часть проблем, которые мне выдал Яндекс по запросу о вреде сахара. Я, честно говоря, не сильно люблю копаться в болячках, поэтому давайте лучше в этом видео акцентируем внимание на том, как можно снизить потребление сахара и какой результат у меня был за месяц без сладкого. И если ты ни разу не интересовался этим вопросом и совсем не понимаешь, как сахар влияет на твой организм, то давай я вкратце расскажу простыми словами. При потреблении сладких продуктов они быстро повышают уровень глюкозы в крови, то есть повышается уровень сахара. И от этого наш мозг испытывает ощущение радости и состояние кайфа. То есть, когда мы едим что-то сладкое, наш мозг получает быстрые дофамины. А дофамины — это те вещества, которые вызывают состояние счастья, удовольствия, радости. И вот поэтому сахар называют быстрыми дофаминами. И когда мы употребляем слишком много сахара, наш мозг начинает привыкать к этому классному состоянию, к чувству удовлетворения и счастья, и требует все больше и больше сахара для того, чтобы испытывать те же ощущения. То есть у человека появляется привыкание к сладкому. А вот дальше начинается проблема посерьезнее. Когда человек ест много сахара, его организм начинает вырабатывать много инсулина. Это гормон, который помогает убрать излишки сахара в крови. Получается, когда человек ест много сахара, организм вырабатывает много инсулина, а большое количество инсулина в крови понижает уровень сахара. А это как раз-таки вызывает чувство усталости, вялости, апатии и нежелания ничего делать. И того у нас две наглядные проблемы. Но прежде чем мы продолжим, у меня на канале первая рекламная интеграция. Поэтому поехали. Привет! Хочешь зарабатывать много денег? Хочешь получать высокий результат во всех сферах жизни? Хочешь жить на Бали, кайфовать, отдыхать? Хочешь. Короче, понятное дело, ты все это хочешь. И я могу тебя научить. Да шучу. Нет, я не могу тебя научить. Я просто работаю с людьми и помогаю ставить им цели правильно. Если ты хочешь прямо здесь и сейчас все быстро, то, пожалуйста, даже не трать мое время. А почему
потому что клиенты часто приходят с желанием получить что-то, но они не понимают, для чего им это нужно. И вот эти попытки достигнуть не своей цели никуда не приводят. А если все-таки клиент понимает правильно свою цель и начинает их не достигать, он делает это с надрывами и не может получать результаты, потому что быстро выдыхается на этом пути. И вот я помогаю ставить клиентам правильные цели, помогаю им оцифровывать все, что у них есть, и использую их опыт, их багаж знаний, получать высокие результаты в тех областях, которые для них важны, интересны, и там, где они хотят развиваться. Так что, если устал сидеть без дела, прокрастинировать и хочется уже как-то себя проявлять, ты можешь обратиться ко мне за консультацией, на которой мы разберем все твои сильные и слабые стороны. Я дам рекомендации, как ставить правильные цели, как их достигать. А ты еще можешь вписаться в мою программу наставничества, и за 2 месяца 100% достигнешь 2 своих поставленных цели. Ну, конечно, не так, что ты хочешь Rolls-Royce, а сейчас не можешь заработать даже на Hyundai Accent, например. Все цели должны быть четко выверенные и понятные, адекватные в рамках того ситуации, которая есть у тебя сегодня. Но тебе нужно понимать, что это все-таки большая работа, поэтому если ты готов вкладываться, то результаты точно будут. Я тебе помогу их достичь. Записывайся на консультацию, проработаем все эти моментики, и ты 100% получишь результат. Прикольно, да? В общем, давайте перейдем к тому, что у меня поменялось за 30 дней без сахара. Я люблю экспериментировать и проверять возможности своего организма. Я ставил эксперименты со сном, с питанием, с спортом, с отсутствием спорта, с вредными привычками, алкоголем и кофеином. И вот сейчас так получилось, что пришло время сладенького. Когда я первый раз голодал, я не планировал, но оно само как-то так получилось, и я провел без еды 21 день. И в то время, как сейчас помню, я начал болеть, и болеть очень часто. И вот заболев 3-й раз за месяц, это обычная простуда, плюс на фоне коронавируса, который был тогда, иммунитет сильно подсел. И вот мне было больно есть, глотать, принимать пищу. Я эти 2 дня без еды провел за ноутбуком, и мне попалась статья о пользе целебного голодания. Я начал разбираться в вопросах питания и понял, что это один из мощнейших инструментов, чтобы повысить свой иммунитет. И я провел 2 дня без еды, начал чувствовать изменения и решил посмотреть, насколько меня хватит. Но, в общем, вопрос по голоданию — это совсем другая отдельная тема. Я, наверное, запишу по ней видео, но чуть позже. Поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить и увидеть его самым первым, как только оно выйдет. И в этот раз я не планировал отказываться от сладкого, но стал замечать, что каждый раз после еды, например, завтраков, мне хотелось съесть какой-нибудь десерт. И вот когда эти десерты стали случаться со мной каждый день, я начал замечать, что у меня будто бы нету сил, нету энергии, появляется слабость и желание поваляться и ничего не делать. Хотя, казалось бы, это еда, прием пищи, и после нее у тебя должна появляться энергия на целый день, тем более, если это завтрак. Но что-то пошло не так, и вот после сладкого приходило состояние совершенно противоположное. Плюс я заметил, что стал чаще болеть простудными заболеваниями. Например, приезжаешь на байке под дождем или посидишь в кафе под кондеем, но на следующий день чувствуешь себя немножко хуже, и горло у тебя начинает болеть, и в целом состояние нересурсное. И вот в моей голове стала складываться цепочка связи, что мое нересурсное состояние, слабый иммунитет и в целом желание прокрастинировать напрямую связано с сахаром, с количеством его потребления в течение дня. Потому что ничего из со мной происходящего меня особо сильно не напрягало. Ну, с точки зрения того, что все болезни — это психосоматическая история, и они появляются, когда у человека есть несогласие внутреннего и внешнего. А у меня было наоборот. Меня все устраивало, мне нравится моя жизнь, мне нравится моя работа, то, чем я занимаюсь. Мне нравится то место, где я живу. Это страна вечного лета, куча фруктов и кайфовое окружение вокруг. И поэтому я понимал, что психосоматических причин моего состояния быть просто не может. Значит, проблема кроется в другом. И вот я решил отказаться от сладкого. На тот момент еще не зная, сколько времени я продержусь. После этого отказа я перестал стараться продержаться во что бы то ни стало и сместил акцент на получение того, что мне дает этот отказ. Это как в книге Алана Карра, может быть, слышали, «Легкий способ бросить курить». Он говорит, что сигарета — это привычка, которая дает нам якобы ощущение расслабления, помогает нам отвлечься, это является поводом для отдыха. И вот человек, бросая курить, невольно начинает испытывать ощущение, будто бы он сам себя обкрадывает и не додает то, к чему он привык. И вот основная идея в книге о том, чтобы сместить акцент с того, что ты не додаешь себе, на то, что ты получаешь во время этого отказа. Именно поэтому я начал сильнее отслеживать свое состояние, в котором находился в первые дни. Я перестал думать о сладком как о чем-то необходимом и разрушил в своей голове состояние, что сахар равно удовольствие. И вместо этого выстроил новую связь в голове о том, что отсутствие сахара равно увеличение энергии. Поразительно, как после смены восприятия
я стал находить в этом подтверждение. Из плюсов, да, что могу отметить? Мне стало необходимо меньше времени для сна, то есть за время ночи я стал быстрее восстанавливаться, меньше спать и просыпаться в состоянии более лучшем, более бодром. Просыпаясь, у меня сразу была энергия, и поэтому утренний спорт перестал для меня быть каким-то занятием в тягость, а стал закономерным и понятным, для чего мне нужно этим заниматься. Спорт дает энергию и прокачивает ее. И чтобы желание заниматься спортом было, нужно, чтобы была та самая энергия, которую ты будешь прокачивать. А если энергии нет, то прокачивать нечего, соответственно, непонятно, зачем тебе вообще этим заниматься. Также повысилась концентрация моего внимания. Я стал успевать делать больше дел в течение дня и делать их лучше. Плюс у меня улучшилась память и продуктивность. Также, что могу отметить, что кожа стала выглядеть лучше, а на животе наконец-таки стали появляться долгожданные кубики, которые не могли проявиться даже спустя нескольких месяцев упорной работы в зале. При том, что сейчас спортом я не особо занимаюсь, а утром из упражнений делаю 4 минуты в планке, 5 минут на скакалке и приседания, отжимания и пресс по 50 раз. Это все занимает у меня не больше 15 минут. По моим наблюдениям, этого более чем достаточно, чтобы поддерживать свое тело в хорошей физической форме. Еще из плюсов я заметил, что я стал меньше хотеть есть, потому что сахар вызывает ложное чувство голода. Например, на Бали практически во всех кафешках в еду добавляют сахар, сиропы, соусы, а иногда и усилители вкусов. Это все вызывает чувство голода, повышает аппетит, и от этого хочется есть все больше и больше. На сегодняшний день я ем по 2-3 раза в день, при этом это какая-то легкая, простая пища, от нее я действительно чувствую энергию. И вот то состояние, о котором все говорят, оно наконец-таки пришло, я ощутил, что это такое. И самое главное, что хочу сказать, что мой иммунитет, он укрепился. Я перестал болеть. Даже после поездки на байке в ливень или ночного путешествия в горы, когда ты едешь на байке ночью на улице температура 15-20 градусов, а на скорости это ощущается как минус 15, я промерзал насквозь, но оставался здоровым. Это я могу объяснить тем, что вирусы и бактерии развиваются хорошо в кислой среде, которая образуется в организме от излишнего употребления сахара, сладкого и мучного или молочки. И это вот суперпитательная среда для всего плохого. А если ты отказываешься от сладкого, то получается этой среды в организме нету. И бактериям, вирусам, которые даже попадают в твой организм, просто не за что зацепиться. Поэтому они тебя никак не беспокоят. Вот такие наблюдения у меня за этот месяц без сладкого. А еще раз повторюсь, что полностью на 100% отказаться от сахара у меня не получилось. Ведь он содержится абсолютно во всех продуктах. Но просто исключив из своего рациона печеньки, шоколадки, мучное, я заметил, что я стал сильно лучше себя чувствовать в течение дня. В общем, если ты чувствуешь, что в твоей жизни стало меньше сил и энергии, или заметил, что стал чаще болеть, то обрати внимание на количество сахара, которое ты потребляешь. Возможно, воздержание только от одного этого продукта поможет тебе восстановить свое состояние. Убери быстрые дофамины и старайся получать этот гормон естественным путем. И тогда ты заметишь, как энергия придет в твою жизнь снова. И, кстати, в следующем видео я расскажу, что такое дофаминовый детокс и почему он напрямую связан с твоей продуктивностью. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк, если это видео было тебе полезным, отправляй его друзьям, делись в соцсетях и до скорой встречи.